Братцы, представляете, пока мы ходили с Леной набирать воду, оставили Ральфа с вещами, к нему прибежал маленький щенок. Чувак пришел с нами на вписку. Что ты мелкий? Что вы ржете? У вас такие же. У тебя такие же ноги. Что ты? Братцы, вот посмотрите, во что превращаются ноги. Это один палец я уже перемотал медицинским скотчем. You have better. Oh, not too much better. Yes. Не, ну у меня... Да, интересно, что у тебя. Вот это вся белая кожа, видите, это как мочалка. Все это мертвая кожа. А вот Ленина нога, видите, тоже все отсыревшее, все как мочалка, сплошная мертвая кожа и обмотанный изолентой самый палец. Вот. Я не знаю, что будет. Будет пару мозолей завтра, часть из нее надо будет соскоблить, отмыть, ничего такого. Ну, как бы, на самом деле, история не из приятных. Ой, извините за такой натурализм, но я просто хотел показать, как бы, хоть раз, так, да, как это бывает, правильно, именно так. Короче говоря, я думаю, мы будем ложиться тупо спать. Выпьем сейчас протеиновые коктейли и будем просто намертво спать. Чувачок живет с нами, с удовольствием кушает хлебушек и мешает нам спать. Просто безбожно. Он перерыл уже весь мусор здесь. Все, что находит, блин. Он делает из этого игрушку. Ну что ж, ну он маленький. Его нельзя обвинять. Что ты такой есть, да? Нельзя тебя обвинять. Мы закрыли двери и все-таки поспали часов 5. Вообще, на самом деле, очень забавный чувачок. Да, забавный чувачок. Или чувачка. Просто, братцы, мы до сих пор не смогли этого определить. Но он же маленький щенок еще, поэтому... Девочка? Все-таки чувачка. Лена определила, она говорит, ей кажется, что это девочка. You need something like this? For what? Have a good time. Братцы, вы зацените. Это просто шик. Шик, советский шик. Меховая сидушка для унитаза. Зацените, братцы, какую Лена ложку нашла классную, деревянную. Вообще. Очень крутая ложечка. Мы ходим и кушаем яблоки. В Припяти в это время года очень много крутых яблок, братцы. И наш немецкий друг тоже, блин, ест яблоки. Для него это, поверьте, такой эксклюзив. Чернобыльская еда. Мы опять в библиотеке. На самом деле, не так давно мы уже здесь были, и у нас была мысль привести ее в порядок. И вполне возможно, что в этот раз у нас получится это совершить. Здесь, конечно, попадается иногда прям клевая литература. Ральф вовсю врывается в литературу. А интересно, что это такое? А ну. Офигеть, братцы, смотрите, что я нашел. Офигеть вообще. Looks what I found. Looks what I found. Right.
It's a Big Mac. Almost perfect condition. Yes. It's World War II, yeah. Это карта, военная карта Второй мировой войны. Да, это очень-очень круто. Вообще. Я очень доволен. Я думаю, что если мы будем реставрировать, делать музей в данной библиотеке, мы повесим ее на стену. It's information for library workers. When you borrow something. Yeah, these cards. You find it or you want to see it? Ah, yeah. It's all of a floor. Yeah. And like this. Just in the book. Карточки, да. Смотрите, братцы, уже сеткой закрыли. Мы были здесь месяц назад, сетки не было. А теперь появилась сетка. Перекрывают Припять, блин, даже немножко как-то все это грустно. Все это немножко грустно. Главный вход тоже закрыт металлической решеткой. Как бы, я бы не сказал, что прям намертво он закрыт. Ну, как-то так. Вот. Но тем не менее, перекрывают наш город. Причем, что по большому счету, вот в эту дырку вообще вполне можно запрыгнуть. Ну, я запрыгну за 2 секунды в нее при желании. Братцы, вот чтобы вы понимали уровень вообще людей, которые, блин, это придумали и это пытаются делать. Вот, понимаете? Ну, то есть, я просто обхожу и захожу сюда. То есть, она двигается, она нигде не приварена, она ее просто сюда поставили. Это бред вообще какой-то. Я не знаю, просто, знаете, типа для отчетности на бумажке написали, что поставили и пошли дальше. Такое, короче. Хотя, с другой стороны, ну, доля как бы справедливости в этом есть, в том плане, что внутри действительно жесткий дестрой. Вот, и многие здания находятся в ужасном состоянии, и, возможно, где-то это было бы оправдано, вот, установка подобных заграждений, но только нормальная установка, вот, не подобная вот дичь. Однако, если мы уже говорим о подобных вещах, то нельзя не сказать и о другой стороне медали, что если бы, блин, администрация зоны и вообще власти в целом, как бы, рассматривали город Припять, как бы более пристально, более ответственно относились к сохранению наследия, то не нужно было бы ставить решеток в разрушенных зданиях, потому что здания бы не разрушались. Если бы рубероид на крышах хотя бы меняли, то крыши бы не текли, понимаете? Вот. Не было бы падающих этажей, падающих, блин, стен, короче, лопающихся от сырости и от воды. Но никто этого не делает. Вот. Недавно я слышал информацию, что выделили 80 миллионов для реконструкции автовокзала и, по-моему, Белого дома. Так вот, я вас уверяю, что на реконструкцию пойдет, ну, 15 миллионов. Все остальное исчезнет. Go, I show you how they look. Professional. Да, братцы, и еще такой момент. Заметили, что за моей спиной? За моей спиной реклама наркотиков. То есть люди сделали здесь оградку, поставили вот это вот заграждение, которое ничего не заграждает. Ну, вы видели, как оно заграждает, да? Но при этом наличие рекламы наркотиков в Припяти их не беспокоит. Это нормально, все окей, никаких проблем. Возите сюда наркоту. Я не знаю, что в головах у этих людей вообще, что за тараканы. Вот, ну то есть, короче, делайте выводы, одним словом.